Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня, отличного настроения и всего самого-самого хорошего. Сегодня я к вам с новым мастер-классом. Сегодня у нас будет, знаете, мастер-класс по поговорке «Красота спасет мир». Но в нашем случае мы еще спасем и окружающую природу. Сегодня мы будем создавать красоту из пластиковых бутылок. Очень много их выкидывают, тем самым, конечно, они долго разлагаются и, в общем-то, засоряют окружающую среду. А мы будем пускать их в дело. Как это будет делаться, я вам все расскажу и покажу. Думаю, будет очень интересно, так что садитесь поудобнее и смотрите. Но перед тем, как мы начнем наш мастер-класс, ребятушки, хочу вам напомнить, что все мои мастер-классы проходят абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно я делюсь с вами своими наработками, опытом, фантазиями, какими-то открытиями. На создание мастер-классов уходит очень много расходных материалов, краски, лаки, кисти и все остальное. На Ютубе сейчас монетизация закрыта. Помощи от Ютуба мне ждать не приходится. Поэтому я прошу помощи у своих подписчиков. Если вам интересны мои мастер-классы, если они вам полезны, помогите мне развитию канала. Ссылочка на помощь развитию канала будет в описании под видео. Ребят, буду благодарна любой помощи. Ну а теперь поехали. Ну что, показываю, с чем будем сегодня работать. Вот мое богатство. Кому какое, мне вот. Вот из этого мы сегодня с вами будем делать подсвечники из баклажек. У меня тут разные формы, я насобирала. И приступим. Так, начнем мы с вами, пожалуй, вот с этой. Отрежем сейчас вот так вот. Вот заканчивается у нее тут вот этот переход. Вот так сейчас я и отрежу. Отмечу ровненько тут вот и отрежу. Ну что, разметила. Теперь аккуратно сейчас вырежу все это. Начну резать вот такой вот у меня ножик канцелярский. А продолжу уже ножницами. Готово. Возьму вот такую баклажку. От нее я отрежу сейчас наш носик. Вот этот он нам не нужен. Прям вот так вот, как заканчивается, так и отрежу. Отрезать буду ножовочкой. Это у нас 6 сантиметров высота. Сейчас вырежу. Вот что у нас с вами получилось. 13 сантиметров. 6 сантиметров. Вот так это будет. Теперь вот эта баклажка в ход пойдет. Сейчас я ее отрежу вот так вот побольше и буду уже потом на этой чаше выравнивать. Отмерила примерно. Она у нас будет вставляться вот сюда. Видите, немножко она больше. Я загоняю нашу чашу вот так вот вовнутрь. И сейчас отмечу, как мне отрезать лишнее. Выставляю ее ровно. Сверху одеваю вот эту вот баклажку. И смотрю, чтобы ровно стояла. И начинаю по контуру нашей чаши вот так вот отрисовывать, где мне надо будет отрезать лишнее. Вот, отрисовала по кругу. Снимаю. И теперь это лишнее отрезаю. Нарисовывается, да, уже что-то? Так, а для верхушки я возьму вот такую вот пластиковую бутылку. Это у меня из-под жидкости для розжига. Мы возьмем вот отсюда, отрежем вот так вот эту часть. Вот это вот я уберу, отрежу. Здесь я тоже отрежу до вот этого большого выступа, до вот этой вот так вот все отрежу. Показываю, что у нас получается. Вот наши заготовки. Что мы теперь будем с этими заготовками делать? Так, прежде чем мы соединим между собой все наши заготовки, нам нужно их укрепить, потому что баклажки, видите, пластик мягкий, все это гнется, мнется. Нам нужно, чтобы это у нас была жесткая конструкция. Мы наш пластик обклеим газетой. Буду обклеивать клеем ПВА, разбавленной водой и газетами. У меня столярный клей ПВА, у вас может быть универсальный.
Чуть разбавляем водой, не совсем жидко, чтобы как жидкая сметана была. Вот такая вот консистенция. Клей разведем. Бумага нарезана. Поехали. В общем, полностью буду обклеивать и эту. Вот эту часть трогать не буду. Здесь мы обклеиваем только вот эту часть. Здесь мы обклеиваем только вот эту часть. Эту не трогаем. Здесь все обклеиваем. Обклеивать буду и снаружи, и внутри, чтобы она у нас прям жесткая была. Ну что это за подсвечник, если по нему долбани, он весь сомнется. В общем, обклеиваем. Потом газета высыхает, а потом начнем соединять и украшать. Ну что, детальки наши все высохли. Теперь они стали жесткие, хорошие. Обратите внимание, на нашей чаше я обклеила газетой только внутри. Почему? Посмотрела, здесь красивый вот рисунок на баклажке на этой. И думаю, не буду я его закрывать, я выкрашу потом сверху. И вот останется у нас вот такой вот рисунок на чаше. В общем, здесь просто побольше обклеила изнутри, чтобы оно было попрочнее. Вот эти части все зашкурю. Все зашкурила, все ровненько. Дальше будем делать вот сюда, вот под нашу ножку подставку. Вот так вот. Я отмерила расстояние на картоне. По сантиметру прибавила. Вот у меня 9 сантиметров расстояние. Я сделала 10 и вырезала 3 квадрата. У меня картон 3 миллиметра. Вот 3 квадратика для подъема я 10 на 10 вырезала. Вот такой вот у нас подиум будет для ножки. Эти квадратики я все вот здесь вот в проблемных зонах залила клеем пистолетом, чтобы не загибались. Как мы с вами делали, когда создавали капители. Кто не видел этот мастер-класс, посмотрите, ссылочка на него будет в описании под видео. Там мы тоже все проблемные зоны заливали клеем пистолетом, чтобы у нас не было прогиба, чтобы объем сохранялся. Теперь мы между собой соединим все 3 квадрата. Все, подиум наш готов. Убираем его в сторонку пока. Теперь будем соединять нашу чашу с ножкой, ну, в общем, всю конструкцию. Просто так приклеивать на клей пистолет я не буду, потому что, ну, вдруг поломается. Ну, подстраховалась. Что я буду делать? Я беру картон, просто его вот сворачиваю и буду вставлять вот сюда вот и в чашу. Вот, теперь у нас будет прочнее, сюда залью клей. Вот таким образом. Так, тут мы с вами закрепили. Все, держится хорошо. Теперь нам нужно вот эту часть сюда вот приклеить. Каким образом? Так, чтобы тоже держалось. Вот я нарезала полоски картона. Вот так вот согнула его. И теперь я вот эти полоски буду приклеивать по кругу вовнутрь чаши. Вот так вот. Обратите внимание, что клей-пистолет я наношу на наш пластик, на баклажку, только после того, как я обклеила все это бумагой. На чистый пластик не наносите клей-пистолет. От температуры она деформируется, наша баклажка, и, в общем-то, потеряет свою форму. Только после того, как вы защитили бумагой, можно наносить клей-пистолет. Теперь будем одевать нашу верхушку. Вот так вот примеряем, выравниваем. То, что здесь у нас какие-то неровности, вот здесь, эти стыки мы все с вами будем потом украшать. Здесь вот что-нибудь придумаем. Сейчас промажу клеем пистолетом и одену, как матрешка. Все, матрешка наша готова, склеенная. Теперь она никуда не денется, плотно сидит. Теперь заключительная чаша наша. Ее тоже будем закреплять. Но перед тем, как мы ее будем сюда ставить, нам нужно здесь сделать дно. Я вырезала вот кружочек по диаметру нашего дна. И вот в конце я уже вставлю. Теперь берем картон. Ставили. И чуть подзакреплю клеем пистолетом. Вот здесь по чистому пластику можно работать клеем пистолетом. Здесь он очень плотный, не тонкий, не деформируется. Сейчас закрепится, потом я нашу чашу сюда приклею. Все, приклеили, дно вставили, готово.
Так, это убираем в сторону, нам пока не нужно. Будем заниматься нашей подставкой. Мы ее сейчас обклеим газетой. Но перед тем, как мы ее обклеим, мы сначала ее промажем лаком акриловым. Для чего, ребят? Я уже это говорила, повторюсь еще раз. Когда мы обклеиваем картон газетой и клеем ПВА, у нас от влаги картон может деформироваться. Не может, а деформируется. Вот для того, чтобы этого не было, я сначала прохожусь лаком, даю слой лака, чтобы лак не пропустил влагу в картон, держал все это и тем самым не давал деформироваться картону. Вот промажу все лаком, дам высохнуть, и только потом я буду обклеивать все это газетой. Не обязательно таким лаком. У меня остатки, я поэтому использую любым другим лаком, акриловым. Вот это вот наше дно мы тоже промажем лаком, потому что мы здесь сейчас тоже обклеим газетой. Все это сделаем единым целым. Пока сохнет наша подставка, мы с вами пошпаклюем нашу заготовку. Я буду шпаклевать вот такой шпаклевкой ВГТ акриловой универсальной. У вас может быть какая-то другая, но мне нравится с ней работать, я с ней работаю. Ребят, можно пошпаклевать мастихином, но я вот на таких фигурных поверхностях люблю работать не мастихином, а кисточкой. Вот беру кисточку, набираю шпаклевку и прям кисточка, но удобнее. Все равно потом я сделаю беспыльную шлифовку, все покажу, как все это мы сгладим. Сейчас вот таким образом прошпаклюю полностью всю заготовку, дам высохнуть. Ну, а шлифовать мы будем уже вместе. Заготовочка наша высохла. Это вот, знаете, она первый раз высохла, я ее сгладила всю. И еще дала просохнуть и нанесла второй слой шпаклевки. Закрепила, так сказать, чтобы совсем жесткая была. Теперь покажу вам, как я сглаживаю. Можно пошкурить наждачной бумагой, 120-очкой все это сошкурить. Но это пыльно, это долго. В общем-то, не люблю я этого. Можно без пыли все это сделать. Губка для мытья посуды. Обычная вода. Смачиваем губку. Отжимаем. Отжимаем так, чтобы не совсем сухая была, но и не текло по ней. И вот так вот смачиваем нашу шпаклевочку. Буквально минуточка. И начинаем вот так вот слегка тереть. Как мы посуду когда моем. Трем, но не сильно интенсивно. Так вот полсилы, скажем. И вы увидите, как у вас сглаживаются все неровности. Мягкой стороной вот так подтираю. И вот таким образом прошкуриваю, проглаживаю всю заготовочку. Вот смотрите, вот это у нас не пошкуренная. То есть только вот мы ее смочили, еще мы ее не сглаживали. А вот тут вот я уже прошлась губочкой. И вот что у нас получается. Видите, какая гладкая поверхность. Вот она. Все, сгладила все. Теперь все гладенько, все хорошо. Подставочку тоже сгладила всю. Теперь будем украшать вот верхнюю часть, нашу чашу. Вот здесь вот наверху я немножечко сделаю ее рельефную. С помощью глины на основе клея ПВА. Как ее сделать, у меня есть на канале. Мы делали с вами балясины и использовали там вот такую глину на основе клея ПВА. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. И там же я пропишу, на какой минуте смотреть рецепт этой глины. Вот сейчас с этой глиной будем работать. Итак, глина, водичка, клей ПВА. Смазываем клеем ПВА нашу чашу. Дальше беру кусок. Глину я замешиваю не туго, мягко замешиваю. Если мне нужно там для работы, чтобы она была потуже, я ее вымешиваю в шпаклевке, из которой я ее и делаю, на полимерной. Вот. Если мне нужна вот такая вот мягкая, то я смачиваю руки в воде и работаю вот такой мягкой. Сейчас нам нужна мягкая, нам не нужна жесткая. Смазали чашу. Теперь берем глину нашу и просто вот так вот распределяем ее. Чтобы пальцы не липли, в воде смачиваем. И распределяем пальчиками нашу глину, чтобы она равномерной толщины была по всей поверхности. Она очень легко сглаживается, податливая. С ней очень хорошо работает. Лишнее вот так вот прям об бортики продавливаем и убираем лишнее. Выравниваем полностью глину. Выровняли нашу глину. Теперь я беру ножичек, можно какой-то острый предмет, можно вот такой ножичек. И делим пополам. Вот с одной стороны вот так вот.
и посередине с другой стороны. Вот разделили пополам, еще пополам. И эти половинки все тоже делим. Если где-то что-то неровно у вас пошло, вы запросто можете пальчиками опять сгладить и уже выровнять так, как вам нужно. Она очень легко выравнивается. Показываю поближе. Вот, сейчас все буду равнять, чтобы было все аккуратно. Так, верх наш подстыл немножечко. Теперь будем заниматься низом. Я уже выставила на подставку и отрисовала карандашом, как у меня должно стоять. Ровненько, чтобы по всем сторонам. Приклеивать буду на клей-пистолет. Обильно прям загоняю сюда клей. И сюда тоже пропускаю. Нам надо, чтобы у нас очень хорошо держался наш каркас. Ставлю, все равняю. По внешней стороне тоже немножко добавляю вот так вот по кругу полностью. Застыло. Держится хорошо. Но, вы знаете, я все равно на всякий случай укреплю, потому что подстрахуюсь. Ну, вот так вот, побаиваюсь я. А каким образом? Здесь у меня с 4 углов будет идти декор. Я уже примерила примерно какой. Вот я буду запускать сюда вот этот вот декор. И для закрепления я сейчас вот сюда вот так вот газеты приклею по всем 4 углам. Клей ПВА. Под декором газеты не будут видны, и тем не менее они все равно будут дополнительную поддержку создавать. Вот сейчас с 4 сторон так обклею. Дальше. Вот эту часть мы тоже заделаем, пробку нашу. Здесь я глиной сделаю из клея ПВА, которая... Вот я обклеила со всех 4 сторон. Глина на основе ПВА. Здесь мы с вами промазываем все. Будем закрывать. И так же, как здесь наверху, мы с вами равняем. То есть лишнее потихонечку убираем все, сглаживаем, выравниваем. Сейчас вот выровняю все здесь и отправлю на сушку. Сейчас мне надо будет вот здесь вот чашу нашу верхнюю украсить. Кантик здесь пустить, кантик под чашей пустить. Здесь, ну, в общем, сейчас украсим. Дальше наш подсвечник отправим сохнуть, а потом уже будем его расписывать. Значит, чашу я буду сверху украшать с помощью экструдера. Здесь у меня несколько вот всяких насадок. И мне нужна будет колбаска такая конфигурная. Вот возьму. Работать сейчас буду с глиной из ПВА. Кусочек берем, вот я ее уже немножко вымесила. Потуже вымешиваем. Здесь мы будем работать с ПВА. Все кантики будем делать с ПВА. Мне удобнее работать. Вы можете с полимерной делать кантики. Я с ПВА буду. Выкручиваем экструдер. Загоняем туда кусочек глины. Насадочку я уже поставила вовнутрь. На целлофанчик выгоняем нашу колбаску. Просто прокручиваю вот так вот, как шприц. Вот что у нас получилось. Сейчас мы эту колбаску будем помещать вот сюда наверх. Смажу клеем и приклею уже вот нашу колбаску. Буду делать за камерой, ребята, у меня плохое зрение, мне надо поближе, а если я сейчас буду делать на камеру, то я ничего-то не увижу, все будет криво-косо. Я вам объяснила, показала, надеюсь, все поняли. Сейчас приклею и здесь также колбаску сделаю, приклею. По низу сделаю колбаску, приклею. Остальное покажу. Вот пока колбаски клеим. Закончила я клеить наши колбаски. Вот поверху на чашу приклеила. Вниз сюда пустила. Чуть ниже пустила колбаску. Приклеила. И по низу вот здесь вот тоже приклеила колбаску. Чуть подстыла наша глина. Теперь будем украшать вот эти части. У меня есть вот такой молд. Это самодельный из строительного силикона. Ему уже много лет. Раньше я делала из строительного силикона молды. Как делать из строительного силикона, у меня есть на канале видео. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Но на сегодняшний день лучше делать из литьевого силикона. Строительный очень подорожал. В общем-то, силикон, поэтому лучше из литьевого, ребят. Как работать с литьевым силиконом, у меня тоже есть на канале. Тоже ссылочка будет в описании под видео. Посмотрите. Каждый выберет для себя определенный способ, который ему подходит. Работать будем сейчас с полимерной глиной. Все, глина с клея ПВА нам больше не нужна. Убираем. Теперь полимерная.
Прежде чем закладывать сюда глину, я сбрызгиваю всегда молды силиконовой смазкой. Продается в автомобильных магазинах. Эту я покупала в магазине «Светофор». Есть они и в фикс-прайсе, и на строительных рынках. Силиконовая смазка. Вот чуть сбрызнула. Глину разминаем. И начинаем закладывать. Закладывать буду без вот этой пупырки. Вот только эту часть. Выкладываем. Вот что у нас получается. Ребят, как сделать полимерную глину своими руками, у меня тоже есть на канале. Ссылка будет в описании под видео. Сейчас 4 штуки вот такие вот сделаем, заготовочки. И начнем их приклеивать. Итак, наши заготовки готовы. Теперь мы их будем приклеивать. Вот сюда вот. Клей ПВА. Смазываем ту область, куда мы будем приклеивать. Чуть пальчиками прихлопываем. Сейчас все 4 штуки так приклею. Приклеила. Вот что у нас получилось. Так, теперь нам надо украсить вот эти вот торцы. Украшать буду с помощью вот такого вот молда. Вот что у нас получилось. Вот такой бордюр будет. Теперь клеем ПВА промазываем наш бордюр. Торцы наши начинаем приклеивать. Сейчас приклею полностью, ребят, и покажу вам, что у нас с вами получится. Показываю, что у нас получилось. Вот такой бордюр. Теперь вот это соединение наше мы тоже спрячем сейчас. Возьму потоньше молд, заложу глину и вот так вот мы спрячем. Все, здесь наклеила окантовочку, закрыла наш вот этот переход. Теперь начинаем красить. Красить я буду акриловой белой краской. У меня вот такая, ребят. Покупаю в Леруа Мерлен. У вас может какая-то другая. Краска белая, акриловая. Я вот сюда уже отлила в баночку ее и буду красить. У меня уже все высохло, вся глина. Теперь приступаем к покраске. Полностью все выкрашиваю в белый цвет. Сейчас все покрашу в белый цвет, высохнет и продолжим оформлять наш подсвечник. Все, выкрасила на 2 слоя. Первый слой я дала кисточкой, а второй я покрасила губкой, прочпокала, чтобы ровненько все было. Теперь вот эту часть мы оставляем, а вот эту часть я хочу сделать, вот эту часть, сделать под рисунок камня. Сейчас все буду показывать. Вы знаете, я на ютубе как-то недавно нарвалась на видеоролики Елены Кочетковой. Я просто в полном восторге. Какие красивые изделия она делает, вот именно под камень. Ссылочка на ее канал будет у меня в описании под видео. Обязательно посмотрите, ребята. Очень много полезной информации, куча красивых работ. В общем, я в восторге. И вот сейчас по ее методике я буду делать имитацию камня. Так, ребят, прежде чем мы начнем с вами красить наш подсвечник, я немножечко вам расскажу о красках. Значит, я буду красить аквамарин цвет. Вот я сделала вот такой вот. Как я его делала и как вообще я делаю краски. У меня большие объемы работ, я работаю с мебелью. То есть если покупать мне в магазинах все для творчества вот таких вот объемах, ну, сами понимаете, смешно. Поэтому что я делаю? Я беру на строительных рынках, либо на Озоне, ну где-то вот смотрю в интернете, ищу, ребят, у меня нет какой-то определенной, вот нет определенного магазина, что я пошла и именно там я взяла. Нет, я смотрю на Озоне, на Яндекс.Маркете, ловлю скидки, покупаю. Значит, беру я вот либо Делюкс, либо Текурила. Акриловая краска на базе С. База С это бесцветная краска. Акриловая база С. ВГТ база С не берите. Я брала, ну ерунда полная, в общем-то. Жидкая, туда полбанки колера надо еще добавить, чтобы размешать. В общем, нет. Лучше взять подороже, но качественное. Вот либо Делюкс, либо Текурила. Акриловая база С. Беру вот такую краску, покупаю колеры разных цветов. У меня большая коробка, там разные. И уже, в общем-то, развожу краски, как-то колерую их, добавляю в эту краску колер. Потом между собой еще смешиваю краски. Показываю ближе. Вот сейчас я работаю вот с такой краской Делюкс.
Вот, ребята, база С. Только для колеровки написано. Итак, с чего будем начинать? Возьму палитрочку, основной наш цвет. Первый слой мы покроем темным аквамарином. Мы сделаем темную базу. То есть берем нашу краску, добавляем на палитрочку немножко. И добавляем сюда черный цвет. Нам надо сделать ее темную. Черную краску у меня тут есть. Можно колер капнуть. Вот такой темный цвет у нас получился. Вот какой был, вот какой стал. Теперь буду красить. Красить буду губкой. Можно и кисточкой, но я буду губкой. Только вот эту часть мы красим. Все, выкрасила, высохла. Теперь следующий слой у нас будет наша основная краска. Вот как она есть. Приготовим 2 пакетика целлофановых, обычных. Но не совсем мягких, такие поплотнее, ребят. Выкладываем на палитру нашу красочку. Чуть-чуть вот. Складываем его так, чтобы было как можно больше всяких вот складок. Вот так вот. Вот так вот обмакиваем пакетом. Немножечко убираем излишки. И начинаем вот так вот. Проходиться пакетом по всей поверхности вот нашей окрашенной. Так, чтобы оставались где-то темные места. Показываю поближе. Вот что получилось. Высохло. Они довольно-таки быстро сохнут, слои. Так, теперь в эту же краску в нашу мы добавим чуток белого. Сделаем еще светлее. То есть у нас первый слой темный, потом идет вот наш основной цвет. И наш основной цвет сейчас чуть-чуть мы осветлим. Добавим сюда белого, капельку. Берем пакетик, опять складываем его хаотично, так, чтобы побольше складок было. Убираем излишки и поехали. Достаточно. Ну, мне достаточно. Вы уже, когда будете делать сами, будете сами видеть, достаточно вам, недостаточно, меньше, больше. То есть сами уже определяете, сколько вам нужно светлого, темного цвета. Отправляю сохнуть. Показываю ближе, что у нас получается. Высох и последний слой наш. Теперь будем делать как прожилочки. Беру белую краску акриловую, буквально там капельку ее. И водичку добавляю, чтобы она у нас была жиденькая. Кисточку взяла тоненькую, потоньше. Слегка вот так вот растушевываю. Так, прожилки наши тоже подсохли. Теперь мы сделаем набрызг. Я взяла вот жидкую патину, кисточку такую, знаете, пожестче. И мы сделаем небольшой набрызг. Обмакиваю кисточку. Вот. Ребят, следующий шаг — это покрытие лаком. Будем покрывать лаком нашу вот эту вот часть. Значит, но покрывать будем не обычным лаком, которым мы обычно пользуемся. Я обычно пользуюсь
акриловым лаком лакра, бесцветным. В этом случае он нам не подходит. Это мягкий лак. Сюда нужно несколько слоев накладывать, и лак должен быть жесткий. Я вот делала по мастер-классу Елены Кочетковой, вот пробовала вот такую шкатулочку, вот поверхность такой, как, знаете, малахит, ну, что-то такое. И покрывала я эту шкатулку вот таким лаком, акрилуретановым, лак для паркета, глянцевый. Вот. Покрывала я здесь где-то 5-6 слоев. Чем толще слой лака, тем больше как бы проглядывается имитация такой, знаете, глубины вот камня. Очень красиво. Но сегодня мы с вами будем работать не с этим лаком. Я вот смотрела у Елены там, она рекомендовала лак Сайрлак. Это один из ее любимых лаков. Она говорила, что очень здорово с ним работать. Ну и я ж не удержалась и тоже заказала. Лак не дешевый, ребят. Сегодня мы его с вами испробуем, посмотрим. Читала на форумах, лазила, смотрела, что люди пишут. Ну, в общем-то, отзывы самые замечательные по нему. Это глянцевый акриловый лак. Но он что-то даже не акриловый, а какой-то с чем-то, с какими-то примесями. И вот его артикул. Так, что это у нас? Ну да, наверное, артикул АФ-7290. Вот именно для вот этого вот, для слоев и для ручного нанесения, вот мне порекомендовали именно вот 7290. Кто захочет купить такой, в общем-то, в интернете забьете Сайрлак. Но очень мало по нему информации. Я, наверное, дня 3 искала, если не больше. Искала, где именно не оптом, а то у них там большие литражи идут. Мне большой не нужен был. Где в розницу можно купить. Ну вот нашла. Стоит он литр лака 1500 с копейками. В общем, будем сегодня тестировать его. Сейчас отолью его в баночку. Вот сюда, чтобы не лазить каждый раз кисточкой. Кисточкой работать буду вот такой вот веерной, мягкой. С лаком надо работать с мягкой кисточкой, чтобы не было полос. Отлила его в баночку, вот сюда этот Сайрлак. Теперь расскажу немножко о технологии. Значит, покрываем первым слоем, тонким слоем покрываем кисточкой, наносим, даем высохнуть. Потом накладываем 3-4 слоя уже более толстым слоем. Затем высыхает все это. Значит, после каждого слоя даем просушку. Высыхает там 4-й слой, начинаем шкурить. Берем наждачку. Чем меньше, тем лучше. Ну, 600-ю, вот так вот прям мелкую-мелкую. И прошкуриваем все. Смахиваем пыль и покрываем уже финишным лаком, ну, этим же финишным слоем. То есть последним, 5-м, там, 6-м. Кому сколько надо толщиной, столько и дает. В общем, начинаем с первого слоя. Покрыли первым слоем. И даем просохнуть. Просохнет. Потом еще 4 слоя наложу. Но 2-й, 3-й, 4-й слой буду уже более плотно, толсто накладывать. То есть сейчас мы тоненький слой наложили, а потом мы вот толстые слои лака будем накладывать. Но не так, что прям текло все. Ну вот потолще. В общем, отправляем на просушку. Решила время зря не терять. Пока просыхают наши слои. Вот 3 слоя я уже дала. И покрыла наш подсвечник весь вот этим вот акриловым лаком. То есть не трогая вот эту часть, все остальное я покрыла акриловым лаком на 2 слоя. Вот лакрой. Он на белых поверхностях не дает желтизны, поэтому по белым поверхностям я работаю с этим лаком. Дальше. Теперь вот это вот я хочу все сделать, позолотить. Вот здесь позолотим, здесь. Вот эти вот наши верхушечки все позолотим. Вот эту часть позолотим. Сейчас работать я буду с патиной. Вот такая жидкая патина. Беру я ее в магазине «Все для творчества». Ссылочка на этот магазин будет в описании под видео. Очень нравится мне работать с этой патиной. Там разных цветов она есть. Вот. Достаточно укрывистая. 1, максимум 2 слоев достаточно, чтобы покрыть полностью золотом. И блестит очень хорошо. Беру тоненькую кисточку и потихонечку буду прокрашивать вот наши вот эти вот декоративные элементы. Сейчас все прокрашу. В промежутках буду здесь покрывать лаком. И покажу вам уже на выходе, что у нас получилось.
Ну вот и все, закончили. Вот что у нас с вами получилось. Ребят, у кого нет молдов для вот таких декоративных элементов, вы можете лепить это своими руками. Как сделать декоративные элементы своими руками, у меня есть на канале видео. Ссылочка на него будет тоже в описании под видео. То есть из любой ситуации всегда есть выход. Было бы желание. Сейчас мы с вами посмотрим полностью, что у нас получилось. Я сделаю обзор на наш подсвечник, но у нас тема еще не закрыта полностью с подсвечниками. У меня еще остались бутылки, и мы с вами еще что-нибудь придумаем. Ну а если вам был полезен мой мастер-класс, если он был вам интересен, не забывайте, пальчик вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте о моем Яндекс.Дзене. Там у меня тоже канал, подписывайтесь. Мало ли что с Ютубом случится, на Дзене мы точно не потеряемся. ВКонтакте у меня тоже есть страничка, группа. Я ее сейчас вот немножечко буду развивать, то все руки не доходили. Я еще и профан в этих соцсетях, только-только начинаю все это делать. В общем, и если вы хотите поделиться своей работой какой-то, показать, что вы сделали, то милости просим в эту группу. Вы там можете выкладывать, подписаться и выкладывать свои работы. Будем делиться какими-то идеями, опытом. В общем-то, всем советоваться друг с другом. Я думаю, будет интересно. Ну а сейчас я вам проведу обзор. Вы все это посмотрите и оцените, что же у нас получилось.